Всем привет, меня зовут Владимир, добро пожаловать на наш канал. Здесь мы делаем обзоры на разные японские мотоциклы. И сегодня у нас будет на обзоре Kawasaki KDX 125 SR. Но прежде чем мы перейдем к обзору этого мотоцикла, я хочу вас попросить, после просмотра данного видео, если оно вам понравится, пожалуйста, поставьте лайк. Если нет, дизлайк. И подписывайтесь на канал. Ваше мнение очень важно для нас. Погнали! Kawasaki KDX 125 SR. Выпускалась модель с 90 по 99 год и получила широченное распространение на рынках Японии, на внутренних рынках. Но также данная модель поставлялась как на Соединенные Штаты, так и на Европу. То есть данный мотоцикл часто встречается на eBay. Запчасти вы можете легко найти как на Yahoo, так на eBay, так и на других площадках. Данный мотоцикл проецировался как дорожник с двигателем мощностью 24 лошадиных силы. Но если мы посмотрим у него на двигатель, мы увидим цилиндр довольно-таки небольшой, водяного охлаждения, мощностью выдающей 24 лошадиных силы. Ну, на самом деле, я вам скажу честно, этой мощности, этому мотоциклу с мощностным клапаном, хватает за глаза. Нужно понимать, что это дорожный мотоцикл, это дорожник. Его изначально проектировали для дорог. То есть в Японии часто они используются для доставок по дорогам, да, там. Итак, у нас есть три модели: Kawasaki KDX 125, Kawasaki KDX 200, Kawasaki KDX 220, Kawasaki KDX 250. Каждая модель по-своему спроектирована, то есть если посмотреть внимательно, рама на 200-ке отличается от рамы на 125-ке, так же как и двигатель. И каждый мотоцикл — это по факту свой отдельный мотоцикл, рассчитанный на свой вес. То есть это 125-ка, он конкретно очень легкий. Помимо всего прочего, у этого мотоцикла есть очень такое четкое подразделение на эндуро-версию и кроссовую версию. То есть я сейчас выведу вот сюда на экран 250-ку R версии и 250-ку SR версии. Это совершенно разные мотоциклы. Это эндуро и кросс. То есть на Kawasaki KDX 250R стоит, грубо говоря, модель двигателя от кроссового мотоцикла KX 250. Так что не дайте себя обмануть. Если вы видите где-нибудь на аукционе или в продаже мотоцикл именно Kawasaki KDX 250 или KDX 200 или KDX 125 с надписью R, это чистый кросс. У него не будет спидометра, у него не будет маслонасоса, у него в принципе ничего не будет такого, что вам, ну, грубо говоря, создает комфортную жизнь для езды по дорогам общего пользования, так и по эндуро трассам. Вся линейка Kawasaki KDX 125, 200, 220, 250, они идут без стартеров. То есть у всех мотоциклов у них есть кикстартер. Ну и ключ как бы практически на всех мотоциклах располагается здесь. То есть заводится он, как правило, все Kawasaki, вот которые у нас приходят, они заводятся очень легко, так как с двухтактниками на холодную, вот у нас сейчас минус 5 градусов, на холодную, на горячую заводок вообще не должно быть. Если он у вас плохо заводится на холодную, что-то неисправно, нужно смотреть. Двигатель сейчас работает идеально, не шумит, у него подшипники, держит холостой ход, газ даешь, на газ откликается. При этом также проверяем работу маслонасоса, то есть идет ли у нас подача масла в бензин. Сейчас в бак залит чистый бензин. Непосредственно во впускной тракт, то есть вы открываете газ, у вас подается масло, вам не нужно думать о смеси. Вот. Но данная система отсутствует на мотоциклах, о которых я говорил ранее, Kawasaki KDX R на конце. Вот. SR — это эндуро, на них есть все. Приборка, подножка, маслонасос, ключ, прочие нежности, которые в принципе вам не понадобятся, если вы планируете гонять по лесу, либо по кроссовой трассе. Но данная версия — это SR у нас, поэтому у нее есть это все. Ребят, я честно пытался на нем прокатиться, но, к сожалению, в данную погоду, в данные погодные условия ничего хорошего из этого не получается. Очень скользко, колеса скользят. Тут надо ставить шиповку, то есть чтобы просто проверить, показать вам, как это у нас техника едет. Потому что у него мощностной клапан срабатывает, и на открытии данного клапана, ну, колесо просто срывается, так скажем, в юз. Как только погода позволит, мы будем выезжать на кроссовые трассы и в лес для съемки более обширных, более всесторонних обзоров, чтобы показать максимально эксплуатационные возможности данного мотоцикла, как и будущих мотоциклов, которые у нас будут на обзорах. Ребят, это был обзор на Kawasaki KDX 125 SR. Я надеюсь, я подробно рассказал об этом мотоцикле в этом видео. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Я всегда рад обратной связи. До новых встреч!